Сегодня мы с вами переходим к следующему блоку наших занятий. Первую часть, посвященному преобразованию, из чего мы состоим: сознание, энергетика, тонкие тела, внешние системы тела. Мы этот блок закончили, достаточно большой. И следующий блок вопросов касается нашей судьбы. И я напоминаю, мы рассматривали, из чего состоит программа. Здесь три большие темы. Наша судьба — это что? Прошлое, предыдущее воплощение, данное воплощение и то, что нас ожидает в будущем. Все эти три вопроса примерно в равной мере влияют на то, что с вами происходит и будет происходить. Да, понятно. Предыдущие воплощения каким образом влияют? Они сформировали вашу карму и сформировали вас с определенным набором свойств. Что-то вы жаждете, умеете, чего-то боитесь, да? И там не получается, или стоят кармические запреты. Предыдущие воплощения во многом предопределяют, с каких условий вы стартуете, что у вас получается, что у вас не получается. Данное воплощение от вас зависит, что вы с этим сделаете. Вы можете повторять старые ошибки или устранять старые ошибки. Вы можете или нарабатывать новые свойства, знания, качества, идти вперед, или не делать этого. Да? В зависимости от того, вы рождаетесь, опять мало что помните, начинаете действовать, как вы проходите это воплощение, оно предопределяет и ближайшую перспективу, годы, десятки лет, и ваши последующие воплощения. То есть наше настоящее со временем станет нашим прошлым и предопределит наше будущее. Будущее — это куда вы идете, и в каких условиях вы это делаете. То есть если у вас цель колея, это ваша будущая колея. Если вы поставили более высокие цели, значит, вы можете на порядке качественно изменять свою судьбу. Что такое колея? Много работать, мало получать, свободного времени минимум. Но жизнь обывательская. Если вы решаете вопросы по бизнесу, доводите до какого-то уровня, 4, 5, 6 часов в день тратите, может быть, меньше, больше, у вас свободное время, совсем другой образ жизни. Решаете вопросы, скажем, по инвестированию, еще меньше времени, вы тратите в идеале больше ресурсов, получаете возможности для того, чтобы что-то делать по-другому для себя, для своей судьбы, для этого мира, у вас становится еще на порядок больше, если вы решаете эту задачу. Если человек выбрал цель колея, в смысле по привычке, он не выбирал, его туда тянет, и он туда тянется, значит колея. От вас зависит и по самореализации, по служению, по развитию, по взаимоотношениям, по образу жизни, по всем сферам жизни, по всем целям, в зависимости от того, что вы хотите, что с вами дальше будет происходить. И для того, чтобы наше будущее было перспективным, позитивным, по каждой цели нам нужно покровительство, устранение преград того, что может этому будущему помешать. Если человек эти задачи не решает, его будет тянуть прошлое. Как он привык, так он дальше будет идти. А в целом жизнь на Земле — это что? Это большая школа. Кто не помнит, азы. Хотя, с одной стороны, надеюсь, все понятно. Для кого-то слышал, но так и не понял, и так и не принял. Собственно, азы состоят в чем? Большинство людей, они материалисты, для них будущего как такового не существует. Несколько десятков лет, все, червячки съели. На этом жизнь закончилась, мотивация не очень высокая для жизни. Если вы идете по пути духовного развития, эзотерик, то единица вашего измерения — это не день, а вечность. Ваша душа бессмертная. У вас есть какое-то представление о множестве предыдущих воплощений, где вы начинали с низкого старта, с минимума, шаг за шагом добрались до этой ситуации. И пока не закончите всю программу обучения на Земле, плюс-минус 7-8 уровень, с первого, школа, Земля, с 1 по 7-8 уровень вы обучаетесь на Земле. Когда вы сдали все зачеты, все экзамены, получили диплом, вы выпускник, колесо воплощение на Земле заканчивается, вы пошли дальше. Если вы духовный человек, вы живете в категории вечность. Если человек с ограниченным сознанием и заматериализованный, его перспектива, она несколько дней вперед, и то с неуверенностью, что будет именно так, как ты хочешь, или как ты запланировал, потому что с планированием у обычного человека сложности. Поэтому единица измерения должна быть такая. Вечность, ты понимаешь, что ты делаешь, для чего ты живешь в этой жизни. То есть если ты не изменишь себя и свою судьбу к лучшему, ты будешь повторять старые ошибки. Ситуация, которая будет с тобой происходить, они не будут
одинаковыми по мощности, да, потому что кармические законы отрабатывают как? Сначала судьба ж намекает, да, скажем, что-то не так. У человека испортилось настроение, там, стал меньше звонить, говорить. Потом он скажет в лоб, может быть, если что-то не нравится, потом попрощается или устроит конфликт. Все воздействия идут по нарастающей. Если человеку необходимо по его развитию, да, по судьбе, ну, сдать все зачеты там, по бесстрашию, по искренности, там, по преданности, по служению, по всем другим качествам, он все равно их сдаст. Вопрос только с первой попытки или с 200-й попытки. Да, от кармы не уйдешь, от судьбы не уйдешь. Все равно эти ситуации будут повторяться. Вначале тебе предлагают, не хочешь ли, добровольно, да? Потом начинают загонять в угол, потом загоняют в угол так, что ты оттуда не вывернешься, не сдав зачет. Если ты его все равно не сдал, ну, тебя начинают как бы на сленге прессовать, да, прессовать. Опускают тебя там в миры животных или воды, создают такие условия, что ты все, ты не сдал зачет, ты должен его отстрадать, отработать. Да, потому что все возможности цивилизованного влияния на тебя закончились. Как преступник, да, что все сказали, не понял, ну, сиди там в тюрьме, давай отрабатывай свои преступления, да, свои грехи. Да, поэтому отношение какое у нас должно быть. Да, жизнь на Земле – это большая школа, у нее много классов. В целом программа, которую нужно пройти, ну, с 1 по 7-8 уровень. Период прохождения, сроки прохождения этой программы у каждого свои. Да, отличник быстрее, двоечник дольше. Для двоечников не только с 1 уровня обучения на Земле, но есть еще и множество уровней вниз, да, от крупного рогатого, такого млекопитающих, до мельче, 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 мельче. Да, куда там душа, в принципе, может поместиться человека, если ее разобрать, и она еще способна будет вернуться и стать человеком. Да? Поэтому для двоечников есть множество ступенек вниз. Да? Для тех, кто обучается хорошо, это ступеньки вверх. Что нам нужно? Нам нужно одно из ключевых – взять ответственность за свою судьбу на себя в полной мере. То есть все необходимые знания. Там, многие были до этого. Все, что не хватает, мы рассмотрим на наших занятиях. То есть инструменты, что делать со своей судьбой, мы рассмотрим. Многие из них, они объясняются достаточно просто. Вопрос основной не в том, чтобы что-то непонятно, а в том, чтобы человек был полон решимости взять и сделать. Это не оправдывать свои старые проблемы, а с ними попрощаться. Да, сама логика влияния предыдущих воплощений, да, нашего прошлого на нашу настоящую судьбу, на наше будущее, она очень простая. Вы там что-то делали, ну, неважно, здесь там по какому-то графику двигались, ну, неважно, это более чем условный график, не имеет значения. Поднимались, падали, падали, поднимались. И у вас какие работают механизмы? Часть работает в минус, часть работает в плюс. Какие механизмы по предыдущим воплощениям работают в минус? Если вы привыкли что-то делать, ну, скажем, появился доступ к казне, вы сразу рука тянется к чужим деньгам, воруете, вас наказывают, ну и так повторяется из воплощения в воплощение. Ну или там у Джека Лондона «Смирительная рубашка», там, человек находился в определенное состояние, вспоминал предыдущее воплощение, описывал, что с ним происходит. Ну, всегда умирал одним и тем же образом. Вернее, декорации менялись, люди менялись, но суть такая. Впадал в ярость, ну и его в этот момент убивали. Когда терял самоконтроль, ну, скажем, там, рассказывал о одном из занятий, поединок, дуэль, и какой-то деревенский парень, не владея техническими приемами, просто его так шпагой по голове, он разозлился, как так, меня такого-то. И пока он размахивал руками и приходил в состояние бешенства, его закололи. Хотя если бы сохранял самообладание и хладнокровие, ну, легко бы переиграл, потому что он, ну, был подготовленный технически. Кстати, в некоторых спецслужбах, в инструкциях и в документах, в контрактах прописано, ты, если там немного перевести на наш язык, ты не имеешь права входить в эмоциональное состояние. Не имеешь права включать свои эмоции, если ты работаешь в этой службе. Да, неважно, какие там у тебя проблемы личные или так далее, неважно, что происходит, ничто не должно влиять в твоей работе. Если ты теряешь концентрацию, включаешь эмоциональное состояние, ты уволен, ну, или арестован, там, по-разному.
Кстати, еще интересно, это в этом самом парламенте британском запрещается шуметь под угрозой тюремного заключения. Хорошие законы. Хорошие законы. Зачем нужны психи в парламенте? Зачем повышать голос? Зачем нарушать рабочую атмосферу? Да? Запрещается шуметь, повышать голос, да, под угрозой тюремного заключения. Классно. Да, пожалуйста, будь джентльменом, будь спокоен. Тогда можно находить решение, все остальное. Эмоциональный человек, он себя обрекает. Поэтому влияние прошлого. Сформировалась определенная привычка. Да? Вот есть ситуация, ты себя ведешь таким-то образом, ни одно воплощение, от нее нужно отказаться, с ней нужно попрощаться, или иначе она тебя приговорит. То есть, скажем, один из вариантов, почему высшие силы не дают определенные ресурсы, это деньги. Ну, потому что ты неправильно всегда поступаешь. Вот ты до сих пор не избавился от привычки то ли тратить заработанные деньги сразу, то ли, скажем, тянуть руку к чужим деньгам. В прошлом, скажем, вот эти нарушения могут быть самые разные. Там эмоциональное поведение, там еще что-то. Пока человек эти вопросы не закрыл, да, это угроза. Или если ты попал в эту ситуацию, сработает привычка, да, потому что для большинства людей привычка сильнее разума, сильнее самообладания воли, сильнее его цели. Вот он хочет, у него там внутри поднимается, рычагов управления нет, он сделает то, что привык. Привычка – это вторая натура. Да? Поэтому наработанные ранее программы, они с неизбежностью тянут человека в то, что он делал всегда, да, если он с этими программами не попрощался. Поэтому прошлое влияет как привычные программы и предопределяет на будущее. И один из механизмов, почему человеку не дают новые возможности, он совершит тот же самый проступок, потому что до сих пор он это оправдывает. И покатится опять кубарем вниз, да, там, на понижение, вплоть до рождения в теле животных, до адов, то, что он проходил уже не один раз, поэтому и стоят запреты, ты не можешь их преодолеть. Почему? Потому что любое благо в этом плане будет, ты развернешь против себя. Почему? По сформированным привычкам, по накатанному. Одно – это вот эти механизмы. Второе – если ты где-то оступился, да, то негативные программы открывают двери для негативных воздействий, самых разных, там, магии, подключения, там, всевозможных сущностей, и уже они влияют на тебя. Да, кстати, программы могут быть как толкающие к негативным поступкам, так и запрещающие идти к определенным целям. Да, там, что-то украл, на кол посадили, больно, запомнил надолго, пока там не перешел в мир иной, неделю еще болтался вокруг этого колышка. Ну, профессиональные вот эти вот палачи садили так, чтобы быстро не умер. Там неделю можешь еще жить на этом колышке. Ну, не профессиональные, сразу там повреждение внутренних органов, умирает человек быстро от кровоизлияния. Ты вот посидел на колу, запомнил, тебе плохо, да, страшно, и программы блокирующие. Деньги – это угроза безопасности, можно умереть. Хотя не деньги, а воровство, да, первая причина. Кармические воздействия, они усиливают ваши программы, да, ну, тем или иным образом. Это последствия ваших убеждений, принятых решений, там, поступков соответствующих. Да. То ли они будут толкать человека, затягивать вот в тот негатив, который он уже совершил, да, ну давай как бы еще раз приложимся, там, гадость какую-то сделаем, преступление. То ли это будут страхи, которые блокируют его движение к соответствующим целям. Карьера, финансовый успех там, или что-либо еще, там, творчество, у каждого свое. Да, то есть второе – это всевозможные воздействия, и они обладают как бы своими механизмами влияния на человека, да, или толкают, или запрещают. И третье – это то, что можно сказать вовне, да, человека, скажем, определенная программа, записанная по эгрегорам в карме, по другим эгрегорам, скажем, запреты на то-то, то-то, то-то. Почему? Не отработанные грехи. Даже если будет пытаться, нельзя. Да? Или программы «Человек был неправ, до сих пор ситуацию не изменил», с неизбежностью там периодически будет возникать ситуация на проверку. Да? Или ты закрываешь эти вопросы, или ситуации идут по усугублению, по усугублению, по усугублению, потому что выводов человек не делает. Да? Это извне те или иные программы и воздействия. Да? То ли на тебя негативно направлять, то ли
запрещать попытки что-либо изменить, да, в своей судьбе. Это те механизмы, да, то влияние прошлого, с которым нужно будет работать в данной части. Да, тема у нас во второй части 3. Первая – это предыдущее воплощение, вторая тема – наша судьба, данное воплощение, и третья – это наше будущее, к которому мы идем, то, что нас ожидает чуть позже. Поэтому негативные механизмы влияния, они имеют множество причин. Ключевые из них во многом совпадают с основными грехами, которые в различных религиях примерно выглядят одинаково. Да? Гордыня, да? То, что толкает человека объявить войну, да, или нарушить определенные нормы. Да? Из-за этого у него возникают неприятности. Гордыня, дальше алчность, жадность. Если современные детективы что-то расследуют, да, первое, чаще всего это что? Деньги, женщины, власть, да, что там стоит в основе преступлений. Да, поэтому жадность, алчность толкает человека на преступление, да, его можно подкупить или еще что-либо с ним сделать. Вожделение, ты не уважаешь нравственные законы, семейные ценности, хочу и готов на все. Да? Подлость, преступность, присвоение чужого, некоторые другие – это основные проблемы. Список можно продолжить, у кого-то свои будут отклонения, но большая часть падений, борьба с Богом в том числе, падений ниже ватерлинии, это в мир животных и воды, она идет по вот этим основным программам, которые мы будем в этой теме, сегодня начнем, и дальше по ходу пьесы будем шаг за шагом вычищать, да, понимая соответствующие причины, привычки. Частично мы прошлое почистили и в первой части, да, когда проходили по соответствующим принципам, частично и там, где ситуации негативные были привязаны к этим убеждениям, они ушли. Но в данном случае мы идем целевым образом. Наша задача обнаруживать именно те программы, да, те события, которые до сих пор не отключены и не на наше будущее влияют. Вторая сторона медали, есть позитивные составляющие, которые нам нужно изучать. То есть что-то было, где-то вы падали, но где-то же вы поднимались. Да? Вот там, где вы поднимались, этот опыт тоже нужно изучать, и он потенциально дает определенные преимущества. Первое, если вы уже в прошлой жизни, в одной из жизней были купцом, что мешает вам осваивать бизнес, коммерцию? Кроме сегодняшних страхов, да, заработанных непосильным трудом, скажем, во время Советского Союза, неважно, ничего не мешает, опыт есть. Да, нужно подключиться к предыдущим наработкам, свой потенциал разбудить, принять его, изучить, и опереться на него. Да? То есть фактически то, что человек в течение одного или нескольких воплощений сформировал, потом по какой-то причине отказался, часть души он вычеркнул, да, и часть своей судьбы, истории он тоже вычеркнул. А это позитив, он должен работать на человека. Да? Поэтому свой потенциал активизировать. Второе. Вот у вас была история. Скажем, у вас есть школьные друзья. Да? Кто-то вас будет рад видеть, правильно? Что-то вы кому-то хорошее сделали. Поэтому не все прошлое нужно ворошить. Не все, с кем вы дружили, может быть, захотят вас видеть. Но определенное число и покровителей, вы обучались в каком-то эгрегоре или работали в каком-то эгрегоре, реализовали определенные цели. И покровители. И ваши старые друзья по предыдущим воплощениям, да? Неважно, родственники, друзья. И те, кто вам что-то обещал и не сделал в свое время. Да? То есть есть определенные моменты в прошлом, которые могут работать на вас. И работать они могут как в виде бонусов или баллов в таком-то эгрегоре. Вы заработали весь общий счет кармический, да? Предположим, грубо говоря, что вам хочет сделать государство хорошего. А совсем другое, что для вас хотят сделать ваши друзья или ваша семья. Это разные инстанции. Поэтому где-то на счету может быть пусто, где-то может быть густо. Есть общий счет и есть то, что лично по каким-то причинам, по доброте душевной, да, или потому что вы заработали, но только они могут дать только то, что у них есть. Да? Кто я грубо печет пончики, может угостить вас пончиками. Но не может вам подарить iPhone, это не их специфика, да? Но у определенных людей, сил вы можете обратиться с просьбой, или что-то есть для вас, если вы готовы
принимаете, благодарите. Скажем, есть же противоположные программы, я не заслуживаю, или мне не нужно, и у меня этого нет. Вы не сможете этим воспользоваться. Да? Если вы это приняли, да, изучили ситуацию, высказали свое доброе отношение, там, включились, договорились, вы можете пользоваться как теми бонусами, которые у вас накоплены, так и добрым расположением. Вы могли бы для меня сделать то-то, то-то, по старой дружбе? Конечно, с удовольствием. Или извини, нет. Да? Вы можете тоже, можете и, по идее, должны этим воспользоваться. Ну и для чего нам еще нужны предыдущие воплощения? Нам нужно понимать, почему наша судьба вот эта, она такая. Да, у человека возникают различные вопросы, справедливо, несправедливо. Почитай свою историю, все твои вопросы по несправедливости, они отпадут. Да, ты можешь видеть, какие ты совершил проступки, свой потенциал, там, уровень, позитивность, да, заслуги кармические там, или наоборот грехи свои. И ты понимаешь, что по большому счету при таком раскладе твоя судьба – это неизбежность. Ее подвинуть вправо-влево, ну, тяжело. Ну, тяжело. Да, есть кармические весы, когда ты посчитал все гирьки на весах. Понятно, почему это именно так. Понятно, почему что-то получается лучше, что-то получается хуже. Если ты знаешь свою историю, ну, понятно. Не знаешь свою историю, возникают вопросы, справедлива ли моя судьба. Да? Может, она должна быть лучше или там еще что-то. Поэтому нужно свою историю знать. В целом это ключевые вопросы. Да, одно из основных – взять ответственность за свою судьбу. И правильные задачи, которые решает человек ответственный, но они выглядят как? Судьба должна быть лучшей из возможных, а не я за это не отвечаю. Вот безответственный человек, он всегда битый, бедный, несчастный. Да, я отвечаю за судьбу, она должна быть лучшей из возможных. Чтобы она была лучшей из возможных, все, что ее угнетает, нужно убрать. И в данном случае это приличный блок вопросов, что угнетает из прошлого. Да? Все, что приносит благо, мне нужно научиться в свою судьбу вводить. Фактически, что такое развитие по уровням? А что хорошего ты можешь сделать? Что ты ценишь, что ты понимаешь, что ты можешь реализовать? Да? Поэтому, если у тебя есть соответствующие цели для своей души, для своей судьбы, ты учишься создавать благо, принимать благо, запускать какие-то позитивные процессы, ты растешь. Если ты эту задачу не решаешь, куда ты растешь, кроме как в ширину? Ты не растешь. Да? Поэтому рост человека, да, это движение через множество воплощений куда? К вершинам, все выше, выше, выше. Если новая вершина на горизонте отсутствует, ты не растешь. Или почти не растешь, да? И к чистоте. А твоя задача становиться сильнее, умнее, лучше, чище. Ну, собственно, для этого ты живешь на земле. Если ты духовный человек, ты живешь для этого. Чем больше у человека сознание опускается к бытовому уровню, тем ближе он к нашим братьям меньшим. Еда, солнце, удовольствие, ну, какое-то общение с близкими. В данном случае не по духу, а по еде, да? Хорошо. Минута, пожалуйста. Обсуждение, решение.